Однажды иллюзия станет такой великой, такой всеобъемлющей, что она будет надежно скрыта от восприятия. Тех же, кто увидит суть иллюзий, будут считать сумасшедшими. Как часто вы видели эту фразу и знаете, время пришло. Внедрение иного не минует никого. Рекомендую пересмотреть 2 стрима «Дефрагментация духа. Внедрение иного» и «Почему выхода с Земли ни для кого нет». А сегодня послание через самадхи о падении человека. Точка роста в реальный мир. Как возможно, что он так низко пал? Такие вещи ужасные говорил. Как вообще возможно то, что он поднимется? И поднимется ли? Момент подойдет, пелена падет, скроется главное. Верите, надеяться. Вы не понимаете, что вы есть. Вы не понимаете глубину. Это не ваша тьма, но это та тьма, которая прочно вжилась в вас. Вы не знаете себя, вы не знаете света, вы не знаете тьмы, вы не знаете Бога, вы не знаете ада. Вы марионетки, ключики к дверям в ад и в рай. Вами крутят, как хотят. А вы все еще верите в какую-то свободу воли. Вы действительно джойстики и для низших, и для светлых. Ну что же, мы не решаем, на чьей стороне нам быть? Вы решаете. От вашего решения зависит, кто будет играть вами, чьей вы куклой будете, чьей марионеткой. Свет даст вам больше, но и из света очень легко укатиться во тьму. Особенно через свет очень легко уйти во тьму, потому что гордыня не дремлет. Потому что чем больше ты получаешь, тем больше искушений. Стоит лишь оступиться. Крылья не подхватят, если ты их не тренировал. Отказываться верить глупо, отказаться от своей тьмы можно. Он борется, им борется. Внутри идет война тьмы и света. Пока что свет побеждает, но тьма тянет за собой. Он выберется, но проверки будут прилетать на каждом шагу. То, что он говорил не он, но и в нем это есть. Он также обижен, также опущен. На тебя, на Бога, на всех. На жизнь, на самого себя. Его дерет изнутри. Ярый демон. Ярый демон раздирает его, сжигает, огонь горит. Он скулит, как побитый щенок. Он не может погасить этот огонь. Он заедает, чтобы не видеть и не слышать его, и не чувствовать. Но этот демон внутри него, он сжигает последние мозги. Даже если он берет себя в руки, это ненадолго. Что же делать? Молитесь за него. Молитесь за нее. Делайте все возможное. Выберется или нет — вопрос. Его путь, его боль, его соль. Помочь можно, но принять за него решение нельзя. Сам должен. Если ты не готов принять факт наличия тьмы в тебе, которая влияет через тебя, то однажды она, тьма, тебя раздавит, а ты так этого и не поймешь. Готов ли ты познакомиться со своей тьмой? Ты не есть тьма, но она абсолютно вся представлена в тебе. Скрой свой ящик Пандоры. Хватит жить в вялотекущем режиме функционирования иного и вашей душевной смерти. Внедрение иного не минует никого. Пока ты хорохоришься, что тебя это точно не касается, иное тебя давно поработило. Процесс либо острый, если повезет, либо вялотекущий, как у всех. Выход есть, и он один – больно выздороветь. Вранье, предательство, тщедушие, бегство, гордыня, злость, ненависть, подмена ценностей, безответственность, лень, безволие, безверие, чистоплюйство, понебратство, равнодушие. У тебя нет уважительных причин для проявления всего этого. Твои обиды и претензии не оправдывают тебя в этом. Они запечатывают тебя в твоей тьме. Мой объем и качество никуда не делись. А твой объем, может, его и не было?
Запусти механизм твоего исцеления и воздаяния, то, что тобой не было сделано ранее, раскаяние и изменения.